Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня второй урок по работе с жидким пластиком. Покажу вам, как работать, чтобы у вас получились вот такие красивые отливки. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Вчера у нас была теоретическая часть и сегодня практическая. И для работы нам понадобится, конечно же, пластик. Это компонент А и компонент Б. Нам надо будет пластиковые стаканчики, что-нибудь, чтобы помешать. У меня это трубочка, ватный диск, спирт, зубочистка и, конечно же, молды. Как я уже говорила, время работы пластика 3 минуты. Я подготовила таймер и покажу вам, как уложиться в это время. Конечно, когда я обычно работаю, я таймер себе не включаю, я уже справляюсь без этого. И сейчас покажу вам, как же сделать вот такие уже покрашенные заготовки. У меня есть вот такая пудра. Она есть разных цветов. У Виктории она есть, можно ее заказать. Я беру кисточкой. И вот таким вот образом я забиваю в молд вот эту пудру. Вот вы видите уже, как там он красиво смотрится. И вот так вот со всех сторон, вот так тщательно все вот это вот я забиваю. Но вот это вот покрасить таким образом молды, можно работать с ними, когда у вас подготовлены уже все детали, и вы вытаскиваете уже покрашенный молд и сразу придаете ему форму. И уже вот не надо будет подгибать, так как вот эта покраска, если вы ее засунете в горячую воду, когда будете подгибать молд, она может сойти. Так она держится очень хорошо, но если в горячую воду, то сойдет. Поэтому вот такую покраску мы делаем, когда ваши игрушки уже готовы. Вы вытаскиваете из молда и сразу придаете им форму, пока они теплые. И для работы нам понадобится 2 стаканчика для компонента А и компонента Б. Конечно же, сами молды, зубочистку, если вдруг где-то нам что-то подправить, и какую-то палочку, чтобы это смешать. У меня это такая трубочка для питья. И какое количество компонента взять, чтобы нам было удобно работать. Я беру где-то вот такое количество каждого компонента. Не половину, даже не четверть, а вот именно вот такое количество. Лучше смешать несколько раз и все успеть разлить, чем вы не успеете все это разлить, и оно просто загустеет. Вот хочу вам показать пример. Вот вы видите, просто в стакане все загустело. Я отвлеклась, мне позвонили, и просто здесь все уже, вот это вот уже выбрасывать, ничего с этим не сделать. Поэтому обязательно надо уложиться в 3 минуты вместе со смешиванием. Поэтому я беру и сейчас каждого компонента одинаковое количество наливаю. Вот мне хватит одно количество, и рядом вот так стаканы ставлю, чтобы видеть. Я не пользуюсь весами, у меня все происходит на глаз. Но думаю, что когда вы несколько раз все это сделаете, у вас тоже будет все на глаз. Вот у меня одинаковое количество, убираю. Так, и теперь раскладываю свои молды, чтобы они у меня, так скажем, были под рукой, и мне было удобно их заливать. Всегда еще на всякий случай держим какой-нибудь маленький молд. Если вдруг у вас остается пластик, мы его заливаем. И сейчас я беру, так, где моя палочка, вот она, и смешиваю 2 компонента. Так, включаем таймер. И вот так вот быстренько. Я даже второй рукой вот держу, и вот это вот все вот так все смешиваем. Тщательно смешиваем. 20 секунд смешиваем. Не знаю, видно вам время или нет. И начинаем заливать. Когда заливаем, двигаем все. На месте не стоим. Такой тонкой струйкой стараемся все заливать. Все места. Не переливая. Вот я чуть-чуть перелила. Надеюсь, все будет окей. Так, вот это сделаем.
я даже молчу. Так, и вот этот молд. Очень извиняюсь за соседей, шумят. Вот так аккуратненько все двигаем, вот этой струйкой все двигаем. Все, чтобы у нас все заполнилось. При этом не переливаем. Так. Вот так подправили. Все тут есть, все. И вот сюда заливаем. Так, есть. Так, проверяем еще раз. Вот так потряхиваем чуть-чуть, чтобы у нас не было пузырьков. Так, вроде бы все отлично. Так, еще капельку. Так, все. Если вам кажется, что где-то что-то не хватает, по одной капельке добавляем. И пока пластик еще живой, он распределится. Вот у меня осталось 27 секунд. Так, все у меня. И все, вот уже пластик начинает густеть. Уже с ним ничего не сделать. И вот я справилась, у меня еще осталось 15 секунд. И оставляем сейчас, чтобы пластик загустел. И по мере того, как он будет густеть, он будет... Так, стоп. Так, по мере того, как он будет густеть, он будет делаться таким белым. Так что ждем. И забыла сказать, когда работаете с пластиком, обязательно какие-то старые газеты, журналы на стол постелить, чтобы не испортить поверхность. И когда у нас, вот видите, здесь уже начинает остывать пластик, сюда не лезем пальцами, так как здесь горячо. Вы потом, когда будете молды снимать, вы почувствуете, что они еще теплые. Здесь происходит реакция, поэтому руками сюда не лезть. И потом нам надо будет почистить верхнюю часть молда. Она будет такая глянцевая, не липкая, но такая скользкая. Для этого я использую спирт и ватный диск. Уже прошло где-то 3 минуты, и вот вы видите, уже начинает все больше и больше белеть. И примерное время от 5 до 10 минут, ну, написано 7-10 минут, пока все это станет белым. Прошло 5 минут, и вот в некоторых местах еще тут пластик вот такой полупрозрачный, не белый. Это значит, что пока не трогаем, оставляем, чтобы все стало беленьким. Прошло 7 минут, и вот тут уже практически все стало белым. Теперь я беру ватный диск, смачиваю в спирте. Так, ну, вот он еще тепленький, но практически весь остыл. И теперь этим ватным диском я хорошенечко все протираю. И сейчас покажу. Вот даже если где-то у меня какие-то подтеки вот такие маленькие, все это сейчас уйдет. Вот я даже пальчиком чуть-чуть. И у меня останется чистый, красивый молд. Вот, посмотрите. Если вдруг где-то что-то потолще у вас там и вы залили, можно взять наждачную бумажку и вот так чик-чик-чик-чик все подтереть, чтобы у вас все было идеально. Так. Вот тут тоже, видите, у меня маленький залив был, вот. И все это отходит, как мы протираем спиртом. И вот получаются такие чистые, аккуратные заливки. Так, тут еще не готово. Вот тут тоже протрем. И вот так очищаем все заготовки.
Ну и давайте первым вытащим вот эту лилию. Прежде чем вытаскивать, мы берем и вот так отделяем края от, как бы молд от лепнины. Вот таким образом. И теперь очень легко все у нас тут выйдет. И вот посмотрите, какая красивая лилия, и сразу уже покрашена. И она не снимается, все, тут уже все держится. Теперь давайте вытащим вот этот молд посложнее. Тоже вот так все аккуратненько. Не рвем сразу, а вот так все аккуратненько мы тут вытаскиваем все краюшки. Вот таким образом, чтобы у нас все отделилось. И вот так по чуть-чуть. Так, что-то у меня застряло тут. Вот, все это дело. И вот вы видите, молд еще он подгибается. Если вы оставляете белым или вы будете красить потом, то как бы можно его сразу вот подогнуть, взять и сделать, вот придать форму. И в такой форме он у вас застынет. Мне это нужно в белом цвете. Так, ну или давайте сразу сделаю, чтобы вы видели, как это делается. Вот, все, я придаю ему форму. И вот посмотрите, все, он у меня вот полностью вот ляжет, как мне надо. Вот пока, если у вас заготовки все готовые, уже подготовили вы, то вот молд вытаскиваете и сразу придаете ему форму. И вот в таком вот виде он у вас застынет. Вот, видите? Вот такое дело. Теперь следующий молд. Действуем точно так же. Вот так аккуратненько все вытаскиваем, все края. И теперь отсюда вот его вот так. Вот они еще достаточно гибкие, поэтому если надо, если у вас все готово, сразу придаем форму. И теперь лошадку тоже вот так все вытаскиваем. Так, лошадку плохо протерла. И здесь аккуратненько все вытаскиваем. И вот такая лошадка у нас получилась. Ну и что же у нас сегодня получилось? У нас получились вот такие молды. Этот молд у меня пока что плоский. Вот он, в следующем видео покажу уже на готовом изделии, как его согнуть. Вот этот молд мы с вами согнули сразу, когда мы его вытаскивали из молда. И в будущем я его буду красить. В следующем видео покажу, как придать форму, как красить, чем красить, и мы с вами задекорируем сердечко. Если нужен урок по обработке сердечка, пишите, сделаю сразу и сердечко, и декор. И тут у меня уже огромное количество лепнины, которую я подготовила и которую, конечно же, буду использовать для декора своих елочных игрушек. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если у вас есть вопросы, всегда пишите, рада ответить и помочь. Творческих успехов вам и встретимся совсем скоро на канале. Пока-пока!